Добрый день, дорогие друзья! В этом ролике я вам расскажу подробненько, как сформировать красивый угол и связать его с основным вашим цоколем, с основной нарезкой. Итак, замешиваю раствор первым делом. Раствор, конечно же, по формуле идеального раствора. Ссылка на него будет в описании и всплывет подсказочка в правом верхнем углу. Вот такая масса получается. При желании можно делать немного жиже. Ну, мне удобно работать такой. Приступаем к работе. Для удобства, где это возможно, я использую такой передвижной мобильный стол на колесиках для бадьи 90-литровой. Ну, классическая накидочка. Вы видите, верхний камешек у меня уже так сделан. Я его уже сформировал, чтобы угол колонны был перевязан правильно. Здесь обязательно не забывайте про наши правила. Уплотняем. Обязательным условием это уплотнение тщательно. Раствор должен хорошо прилегать, должен хорошо быть адгезирован, не должно быть пустот. Потом эти все пустоты при схватывании раствора могут образовываться в трещины. Вот таким образом я все разглаживаю и потихонечку начинаю формировать с этой стороны. Я в голове уже держу определенный рисунок, и заранее вы должны спланировать, какого размера будут камни и какого формата. Тогда вы сможете сразу накидать, сделать рельеф более таким выразительным. У меня здесь фактура, по желанию заказчика, более рваная, более, так скажем, рельефная должна быть, поэтому я рельеф накидываю сразу. Нарезка нарезкой, а создать необходимые толщины и уплотнения, то есть их нужно вот на этой стадии. Для вашего удобства я включил небольшое ускорение видеозаписи, чтобы вы не заснули, а видео не растянулось на 30 или 40 минут, а на самом деле прошло немножко побыстрее, и вам была понятна главная суть происходящего. Видите, я сам сижу и выдумываю, как мне правильно сформировать камешки, какого они будут размера, какого формата, какой с каким перевяжется. То есть это у меня все в голове. Вы же можете для удобства делать себе заранее зарисовочку и по ней уже ориентироваться, глядя на рисунок. Не забываем, увлажняем обязательно. После увлажнения второй стороны ему необходимо кирпичу немного постоять. Ну, желательно хотя бы пару минут, чтобы влага хорошо впиталась в кирпич. А пока что я сформировал еще рельефчик своим танчиком на поверхности, которая уже сделана. Также накидываем теперь угол, накидываю основной слой и на него уже буду добавлять то, что посчитаю нужным, там, где посчитаю нужным. И здесь я вам рекомендую сразу разрисоваться, сразу сделать насечки, так скажем, где будет ваш камень. Тогда вы не запутаетесь и все у вас хорошо получится. Не забывайте по низам простилать полиэтилен или что-то еще, чтобы защитить асфальт, брусчатку или отмостку. В общем, чтобы не наляпать раствора вниз. Тщательно уплотняем, друзья, не забывайте. Это очень важный аспект. Ну вот смотрите, после уплотнения я уже сделал вертикальный такой надрезик. Я уже вижу, как у меня этот камень, он пойдет вот вправо по стене, он пойдет большим булыжником. Нижний камень будет большой булыжник лежать, такой прямоугольной формы, а на нем вот здесь вот под верхом будут небольшие прямоугольной формы, будут камни. По размеру будут они схожи с кирпичом, но немного будут больше. Вот видите, я заранее формирую
такие вот засечки. И теперь я буду четко понимать, где у меня будет расположен верхний камешек. Я знаю, какой у меня будет нижний камешек. И теперь необходимо соблюсти перевязку. Обязательно вверху тщательно все замазывайте, особенно места, где швы в кирпичной кладке. Там тщательно проходите, везде все замазывайте. Можно не пренебрегать, а даже пальцем туда залазить. Но главное, чтобы все было четко. Вот так происходит процесс, то есть угол. Если вы делаете накидку, там у вас 3-4 сантиметра слой, то, конечно же, за раз может поплыть раствор. Накидали, через пару-тройку минут он схватывается, раствор быстро, если вы делаете на улице. Через пару-тройку минут еще подкинули, и так потихоньку, частями, понемножечку подкидываете, и камешек у вас становится рельефным. Видите, уже видно, нижний камешек вырисовывается, теперь и верхний прорисовался. Теперь нужно под середину сформировать необходимые камешки. Конечно же, этой операцией можно пренебречь, можно, но этот угол самый такой, скажем, проходной во дворе, он должен быть самым красивым, самым впечатляющим, поэтому здесь нужно постараться выполнить камешки очень рельефно и красиво. Накидывать, кто не любит кидать руками, пожалуйста, кидайте мастерком. У меня дальше выйдет видео, где я буду кидать мастерком. Просто не всегда удобно им кидать, и где-то мне удобнее вот под правую руку, я так стою правым боком, мне вот так удобно кидать руками. Ну вот реально. Бывает, когда я левой рукой стою по стене в разных направлениях, двигаюсь, конечно же, я иногда и кидаю мастерком. Все зависит от ситуации, вы можете делать так, как вам захочется. Вы творцы, поэтому делайте, что вам вздумается. Главное, не главное, чем кидать раствор, главное, чтобы он хорошенечко прилип к основанию. Увлажнили основание и накидали, уплотнили, формируем рельеф. Придерживаться, если будете этих пунктов, то будет у вас все качественно держаться. Вот видите, как уже формируется булыжник. Он большой будет, большой прямой булыжник. Здесь как раз проходит водосточная труба, зона такой, скажем, повышенной влажности. Поэтому я внизу не стал делать маленькие камни с этой стороны, ну, чтобы было меньше швов, меньше каких-то потенциальных затеканий. Видите, верхний камешек уже сформирован. На подрезке, на нарезке, конечно же, еще подрежется, доформируется, но уже видите, как уголок вырисовывается. Ну а пока вы смотрите, друзья, конечно же, это видео я делал специально вот для подписчиков, для своих. Огромное вам спасибо. Вы меня колоссально мотивируете вот своими комментариями и своими комплиментами. Большое вам спасибо. Много задавали вот как раз вопросов по этому поводу. И для вас вот показываю, как именно вы можете своими руками сделать вот цоколь, угол, не обладая какими-то навыками. Знаете русскую поговорку, у меня она постоянно в голове: глаза боятся, а руки делают. Поэтому мой вам совет, если вы никогда этим не занимались, нарисуйте сначала на листочке, что вы хотите, или распечатайте с интернета. Смотрите, я помню, даже так и делал. Я брал распечаточку, и у меня был потом еще от руки прорисованный свой шаблончик. Я это приклеивал все на картонку, чтобы она сильно там не летала по двору. Вот. Приклеил, положил, и она у меня всегда под рукой, я на нее посматриваю, и потом у меня уже эти все камешки в голове стали прорисовываться. Но я сидел дома и на листочке карандашиком все это рисовал. Сидел и рисовал, чтобы все это отложилось в памяти.
я думаю, и вы сможете, ну, уделить какое-то время за чашечкой чая или кофе, посидеть, порисовать карандашиком, и вы увидите, как за несколько дней ваш последний рисунок карандашом будет отличаться от первого рисунка. А пока вы еще и видео мои посмотрите, то вы цоколь или фасад или еще что-то сделаете вообще на пятерочку. Друзья, ну этап нарезки здесь, конечно, комментировать особо нечего. Вы сами все видите, мой уже стал с прошлого года любимый нож самодельный. Он очень универсальный у меня получился, и я им работаю и по свежему раствору, и по застывшему раствору. Ну, по сильно застывшему раствору, конечно же, нет. Там на помощь приходит резак по дереву. Да. Вот этим ножичком я еще и делаю всякие трещины, зарубы, такие засечки на углах. Это вообще актуально, смотрится потом более выразительно. Да, кстати, друзья, что хотел сказать. Вы видите, вот слева сейчас нарезочка, я там прервался. Буквально не доходя до угла, сантиметров 70-80, ну, в зависимости какого формата у вас будут камни, остановитесь, прервите нарезку и доформируйте угол. А после уже вы с угла сможете выйти на ту часть, где вы остановились, и вы там соединитесь. Мелкие вставочки разные вставите. Если вы будете идти вот как бы слева направо, как я двигался, то у вас тут на углу бах-бах, и что-то может не получиться. Вот видите, угол сформирован, слева я прервался, оставил вот там 70 сантиметров, и теперь вот это пространство мне уже удобнее заполнить. Вы видите, что у вас слева, вы видите, что у вас справа, понимаете прекрасно размеры, и осталось это все соединить. Вот, ну, по крайней мере, так легче, легче не ошибиться. Потому что если вы прорезали не там шов, ну, заделать его уже можно, конечно, но этот след, если будете потом красить грунтами, он останется, потому что состав раствора уже будет у вас неоднородный. Вот в чем сложность еще раскраски грунтами в однородности состава. Любые переходы, дополнения, потом замазки на грунте, это может проявиться. Надо быть с этим очень аккуратным. Ну а для подписчиков, ну и для гостей канала, конечно же, хочу напомнить, что, друзья, не забывайте заглядывать в описание к видео. Как и к этому к видео, как и к другим. В описании я оставляю ссылки на полезные видео. И там вы можете найти ответы на свои вопросы. На самом деле лучше посмотреть ролик 10 минут, чем пытаться выяснить это в переписке, в комментариях. Мне на самом деле очень тяжело иногда на ваши вопросы ответить, ну, вот так вот однозначно, там буквально там 3-4 предложениями, хотя на эту тему есть отдельный ролик, где все это для удобства снято и обширно показано и рассказано. Поэтому не забывайте, заходите в описание, переходите по ссылкам, по возможности я вставлю подсказки к этому видео. Кстати, если видео про грунт уже вышло, значит оно уже есть в описании. Я там вернее, подробно объясню про грунт, для чего и как нужно грунтовать, особенно кирпич. Ну а надеюсь, это видео было вам полезно. Кто не подписался, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайк. До новых встреч, друзья!